Привет, с вами снова Владимир. Если вы помните, здесь каминный зал в доме предусмотрен. И есть каминчик, Игорь, он ни в какую сниматься не хочет. Я буду типа пояснять, объяснять пошагово, как я это понимаю, как он возводит камин. Во-первых, камин тут необычный чем. Он будет черновой, как и весь дом. Весь дом черновой, и камин черновой. И он будет чем-то облицовываться, то ли песчаником, мрамором, никто не знает до конца. Пока будет, значит, обкладка черновая, но и топка, как всегда, шамотного кирпича. Как это и положено для того, чтобы кирпич выдержал температуру воздействия. Вот тут заведена глина для кладки. Что там, где ингредиенты входят, секрет Игоря. Мы не знаем, мы даже не будем ничего комментировать. Знаем, что он замачивает за полсуток, за сутки. Отставляем что. Он сделал основание из чернового кирпича. Простого чернового рядового кирпича. Ну, я не знаю, сколько тут. 1,5 кирпича шириной и раз, два, три, четыре, 5,5, 5, почти 6 кирпичей длиной. И занялся топкой. Топка из шамотного кирпича, который вот привез хозяин. Подойди, Сережа, ближе, покажи, какая тут тщательно необходима подрезка. Вот смотрите, как вырезается. Я забыл, это зуб называется, по-моему. Ну, короче, наклонная часть топки, переходящая к трубе. И каждый кирпичик прирезается, смотрите, с точностью до, ну не знаю, 1,5-2 мм. Разогнать швы не получается. Надо четко гонять уровнем. А вот, смотрите, каким инструментом он замазывается. Чтобы вы понимали тщательность работы. Вот такой маленький шпателек, микро шпателек. И везде, вот тут вот в углу, в тупом, каждое есть пересечение. То есть везде есть пересечение в каждом ряду. Просто все это зарезается. Короче, тут насухо раскладывается дольше, чем происходит сама кладка. Вот человек нам решил снять, спасибо ему за это. Будем снимать пошагово. Вот это он работал вчера полдня, потом глина закончилась. И сегодня где-то часов 6 он работает. Вот что он сделал. Цену озвучивать не могу, потому что ее не знаю. Но знаю, что он берет достаточно дорого, но и работа тщательная и кропотливая. Я понимаю, что такое видео неинтересно, Игоря уговорить не можем. Вот говорю, что вижу. Пока топка прямая часть пошла и пошло сужение к будущей каминной трубе. Самое трудное это вот завеска кирпича под угол. Все, продолжение следует. Мешаем человеку работать, он режет. Значит, нас не было на объекте год говорю. 1 день. Игорь продолжает работу. Значит, ситуация такая, так как камин черновой, все качество его кладки каминной можно увидеть только на кружалах над каминной топкой. Смотрите, как внутренний ласточкин хвост он подрезал, посмотрите. И он не хочет разгонять швы верхние. Он делает их одинаковыми с нижними, но для этого он каждый кирпич на клин зарезает. Очень кропотливая работа, чтобы понять, насколько кропотливая. Вот тут, когда резали лобзиком, немножко ушло от линии. Поэтому даже щепочка в районе 2 мм важна. Так вот. Единственное, что, конечно, работа очень тщательная, но очень медленная. Не в смысле, что он медленный, у меня бы силы воли не хватило. Человек ложит аккуратненько, не спеша, зная, какие деньги он получает за свою работу, он хочет сделать ее очень качественно. Кстати, тут я забыл рассказать. Для подсоса воздуха каналы, в которые будет... Славик, им не видно. Каналы вот они. Сюда будет подсасываться воздух. И выходить, я так понимаю, над каминной топкой, не доходя трубы, я так думаю. Там покажем. Много тут он нам показал разных каминов, которые он изготовил, только лицевые. К сожалению, лицевой не попался, здесь черновой. Но может мы подумаем, как-то в интернете фотографии разместим и ссылку сделаем активную. Ну тут что рассказывать, тут и так понятно. Смотрите, зуб как аккуратно сделан. Слайд, покажи, чтобы плоскость была видна. Вот так. Слава не всасывает. Вот смотрите плоскость, каменчики оценят. Вот смотрите. Даже 1,5 мм не гуляет вот эта плоскость. То есть зуб подрезается очень четко. Ну, короче, будем продолжать снимать. Я понимаю, что видео не информативное, так как рассказывает не специалист, но тем не менее. Простецкий, но очень качественный камин, где каждый недостаток в глаза бросается, так как топка и является фигурным изделием, в отличие от обкладки. Все. Ну, у нас камин продолжается, и в то же время приключения продолжаются. Сначала расскажу, какие приключения, а потом расскажу, что тут сделал дядюшка Гарри. На 4-й день кладки хозяин и хозяйка пришли к выводу, что этот камин
не имеет не тот дизайн, который они хотели. В 4 дня они по какой-то причине не замечали. Гарика еще не видел, его версию не слышал. Но типа разбирать все заново надо. Я не знаю, чем это закончится. Второй день Гарика нет. Я даже не знаю, может он расстроился и ушел. Или что он там сделал. Короче, еще раз говорю. То есть типа дизайн не подходит, камин надо перекладывать. А теперь что сделал Гарик на данный момент? Из того, что надо будет потом перекладывать. Полностью закончил арку. Присядьте. Вот как четко прирезал радиальные вот эти кирпичики. Видите? Здесь зуб все сужается и сужается. Смотрите даже вот как подрезаются кирпичи. Вот. И уже должны были переходить к полному сужению. И здесь должен был карниз быть. Ну карниза, судя по всему, теперь не будет. Особенно восхищают вот эти 3D вырезы. То есть и вот так под 45, и вот так по где-то 135. Ну то есть 2D вырезы. Что будет дальше, наверное, мы снимем. А может это и последнее видео, если Гарик бросил и ушел. Ждите продолжения.